Всем привет! У меня сегодня незапланированная съемка. Дело в том, что мой муж уехал на рыбалку, а мне стало скучно. Но однако же работать я сегодня почему-то не хочу. Видимо, выдохлась, выгорела за эту неделю. Ну ничего страшного, наверстаем, как говорится. Так вот, в этот раз, в эти выходные, я как бы планировала, что мы проведем с ним вместе, но его пригласили на рыбалку, и он не смог отказаться. Ну, как бы я никогда не против, потому что мы с ним давно, уже много лет назад договорились, что у меня свое хобби, то есть у меня везде шпульки, нитки, иголки, матушки, катушки, тканьки, в общем, все. И у него то же самое, у него как бы, ну, естественно, в других местах, то есть у меня один угол, у него другой угол, у него удочки, катушки тоже какие-то, ну, в общем, всякие палатки, прибамбасы, всякие именно для природы, для рыбалки. Однако же я с ним не езжу, ну, не люблю я это дело, ну, что поделать. С ними ездит пара наших друзей, обычно, да, вот они втроем едут, либо они вчетвером едут, еще один друг. В общем, это не важно. Там есть моя подруга, которая за ними присмотрит, которая их накормит, которая за ними там следит, чтобы никуда не влезли, не всякие, то есть во всякие неприятности. В общем, они у нас там под контролем, наши мужчины. В общем, что хочу сказать. И в итоге-то чего? В итоге-то муж уехал на рыбалку, а работать-то я не хочу, я выдохлась. Однако сегодня с утра мы успели с ним сделать перестановку. Мы переехали с ним снова в зал, я имею в виду диван перевезли в зал, то есть спальное место, спальная комната у нас теперь снова будет в зале, там у нас стоит кондиционер, установлен уже, поэтому эта комната у меня опять в полном моем распоряжении, то есть мне, вот видите, у меня задний фон сменился, я сижу на том же стуле, у меня передо мной тот же мой стол, но задний фон сменился, слава богу, я очень рада, что у меня снова появилось место, где можно будет снимать себя в полный рост. Мы планировали летом сделать ремонт, но сейчас у детей непонятная ситуация. В общем, там долго рассказывать, если детям придется помогать, то наш ремонт отложится. Если детям не нужно будет помогать, в чем я очень сомневаюсь, то тогда мы будем делать ремонт. Ну, в принципе, знаете, нет и нет, и хотя очень хочется, я уже себе нарисовала картинку, что я хочу. Я хочу, конечно же, мебель, не покупную мебель, а я хочу мебель такую, чтобы от пола до потолка. То есть вот шкафы, так шкафы, да, чтобы не было нигде вот этих свободных мест, чтобы было много места для таких вещей, которые висят на вешалочке. Ну, я уже так все продумала, чтобы много было полочек, но не таких, знаете, как чтобы глубокие и высокие. Я такие просто терпеть не могу. Мне нужно, чтобы полочка была достаточно умеренной ширины, чтобы вещь, если сложена, то она сложена. И, допустим, чтобы 2-3 вещи на полочке было, не больше, да. В общем, я люблю, когда полочки не сильно высокие и не сильно глубокие. То есть я себе уже все это придумала, но когда это реализую, я не знаю. Что по поводу планов швейных, девочки, я немножко застопорилась. У меня, конечно, есть списочек. Список у меня уже давно. Я уже когда его написала, даже вот не помню даже, еще, наверное, зимой я его составила, что я хочу. Тут такой список не маленький. Часть из списка я вот сейчас просматриваю, я уже исполнила. В понедельник вы увидите вот это платье. Я его буду строить с нуля, но не на ткани, а на бумаге. То есть, потому что я, конечно, хотела бы себе повторить похожее платье, ну, может быть, что-то где-то изменить, но похожее платье хочу повторить. Однако же нет у меня для такой длины именно, да, нет ткани. Ну, ткань здесь нужно, ну, 3 метра точно. Даже, может, больше, вот, учитывая вот эти вот воланчики, может быть, даже и больше. Ну, 3,5 метра, вот так вот, да. Тут еще зависит от воланов, какая длина, какая ширина, какая присборочка. То есть тут еще много зависит. Но нужна в любом случае 2 длины. А длина, кстати, этого платья у меня 140 сантиметров. Вот настолько оно длинное. Оно, кстати, хорошо. И вот я в нем по дому хожу. Очень его люблю. И, кстати, я в нем и гуляю с собакой. Ну, когда жарко, когда тепло. В принципе, тоже очень даже неплохо.
Ну, в общем, о планах, да, о планах швейных. Дело в том, что я уже, наверное, в третий раз сейчас говорю, что я выдохлась на этой неделе. И у меня не просто нет, у меня планы есть, а вот, наверное, музы, что ли, нет. В общем, жду вот этого вот вдохновения, жду толчка. Кстати, очень хороший толчок мне дали те, кто комментировал мое построение, вернее, мое моделирование, да, размоделирование нагрудной выточки. В итоге что? В итоге вот он мой костюмчик, кстати, сейчас он благополучно висит на стульчике на моем. Я в нем гуляю, я очень рада, я очень счастлива. Повторю в 1000-й раз, никаких перекосов там нет и не могло быть. Не могло быть. Если бы я краила, опять вернулась к этой несчастной теме, если бы я краила приталенное изделие, то, конечно, здесь обязательно нужно соблюдать линию талии, выточки, то есть, чтобы они все именно по линии талии были, да, все эти выточки и приталивания и по переду, и по боку, и по спинке, чтобы они все сохранились. Тут нельзя никак перекашивать, в общем, допускать перекосы. И, кстати, в этом случае, если бы я шила что-то приталенное, ни о каком размоделировании нагрудной выточки не может быть и речи. Ни о каком. То есть, если я сохраняю талиевые выточки, приталивание, то нагрудную выточку я в любом случае должна сохранить. Я могу ее перевести в другое место, да, допустим, не в боковом шве, а в плечевом. Или могу вывести в пройму. Или могу вывести вот так ниже линии талии или выше линии талии. Могу в сборки какие-то вывести, да, то есть вывести или в складки, но ни в коем случае не размоделировать. Это уже другой вопрос. А такое размоделирование, как я показала, пожалуйста, я вам доказала, что оно имеет место быть. Вот он, мой костюмчик. Все его видели прекрасно. Если вы не видели, я оставлю ссылочку в описании. Я оставлю ссылочку, как я его создавала. Это два таких объемных, можно сказать, даже для кого-то, может быть, покажется нудных видео, где я много говорю, много чего-то объясняю, рассказываю, показываю, но очень подробно, и я объясняю каждое свое действие. То есть, почему я так сделала, зачем я так сделала, что было бы, если бы. То есть, вот это вот все, понимаете, не просто так я болтаю, не просто так, а по делу, болтаю по делу. Еще у меня есть одна такая тема. Вот все думаю, выйти в прямой эфир, подготовить какие-то темы для обсуждения, выйти в прямой эфир и, ну, чтобы, конечно же, вас заранее об этом оповестить, и чтобы вы подключились, да, возможно, у кого-то есть вопросы, кто-то не решается написать, кто-то стесняется, боится, я не знаю, может быть, не находит время, чтобы написать и чтобы получить ответ на свой вопрос. В общем, хочу запланировать, но каждый раз, вот смотрите, у меня получается как? Я человек здесь и сейчас, я человек эмоция, меня очень легко завести, но я потом очень легко, как это сказать, сдуваюсь, да, как это вот сказать, выдыхаюсь. И, допустим, вот, ну, например, да, ложусь спать, вся такая еще бодрячком, такая у меня какие-то мысли рабочие, какие-то в голове крутятся, что-то, какие-то планы, какие-то, ну, в общем, работа, мозг работает, мозг кипит, когда я ложусь спать. И думаю, вот надо как-нибудь собраться, и каждый раз так, знаете, ну раза два в неделю точно вот планирую, как бы думаю, надо собраться вот так и взять и сделать открытое видео такое в эфире. Ну, во-первых, я не знаю, где это сделать лучше, на YouTube или в Телеграм-канале. Не знаю, пока планирую. Во-вторых, утром почему-то вот частенько передыхает. Ну, то есть, либо у меня какие-то другие находятся планы, какое-то занятие, либо я просто вот все, вот, ну, нет настроения. Нет настроения. Мне нужно задать это настроение. Вот вы очень хорошо задали мне вот эту неделю. Это просто был шок, можно сказать. То есть, меня как будто бы подключили к розетке 220. И у меня вот эта вот энергия, заряд энергии прям вот не истекал, да, вот вы пишете, спорите со мной, и я спорю с вами, и для меня это хорошо, но я думала, что я выдохнусь быстро, оказывается, нет, но
Ну, мне хватило на неделю, это для меня это вау, это, понимаете, это очень долго, очень много. Ну, видимо, потому что меня действительно задели. Кто-то написал, ах, как я вас задела. Ну, там такое сообщение было, знаете, не хочется, чтобы такие гадости были на канале, поэтому, да, я удалила. Последовало после этого, ах, как я вас задела, вы удалили мое сообщение. Да, задело, потому что не надо писать гадости. Ни мне, ни других, то есть ни меня, ни других оскорблять, ну не надо. Пишите свое мнение, но без оскорблений. Я же вас не оскорбляю, я же вас не принижаю, ваше, как говорится, достоинство, ваши знания. Да, да, вы написали, что вы закройщик с многолетним стажем, и вы написали, что я сделала ошибку, я допустила ошибку. Я вам доказала, что здесь ошибки нет, да, я доказала, я сшила по этой выкройке себе, пожалуйста, блузон, ладно, не жакетик, там если линии другие сделать, если сделать подбор, лацкан и воротничок, получится жакетик. Неважно, как я тут оформила, именно по этой выкройке. Я сшила изделие по этой выкройке. Покажите мне, пожалуйста, ткните пальцем, где перекос, где там что перекосило. И вы же перестали писать в итоге, да? Перестали, вы мне говорили, что ой, я такая упертая, не могу признать свою ошибку. Ошибки нет. Когда я вам доказала, что ошибки никакой нет, что изделие никакое не перекошенное, вы куда-то все делись. Уже не требуйте от меня каких-то извинений, каких-то признаний моей ошибки. Хотя я бы с удовольствием послушала ваше мнение именно сейчас. Очень жаль, что вы куда-то делись и прекратили меня подталкивать к работе. Да, у меня здесь по плану, действительно, вот по плану здесь блузки реглан, прям так и написано, блузки реглан. И у меня где-то прям списочек, какие я хочу блузки реглан. Какие варианты блузок я хочу показать по этой выкройке реглан для легких и тонких тканей. В общем, у меня здесь в списке целых 4 варианта блузок, блузки реглан. Я их сейчас рассказывать не буду, то есть я не буду зачитывать, какие это блузки, потому что, ну, то, что я написала, это мало понятно, это нужно долго объяснять. 4 варианта, это как бы, ну, долго, да. Что я хочу? Мне, видимо, не хватает, опять же, вашего толчка, потому что, ну, я вот бодрячком, потом хоп, и ленивая. Вот ничего не могу, ничего не хочу. В мыслях хочу, а по факту не хочу. Поэтому мне нужен ваш толчок. Вот скоро уже лето, у кого-то уже лето, да, у нас еще его нет. Я вообще буквально вчера с мужем разговаривала, я говорю, когда же уже будет лето? Он говорит, а уже лето. Я, как это? Число знаю, а месяц нет. Я думала, что май продолжается, то есть май идет по второму кругу, потому что, ну, на улице холодно. Мы еще ходим в куртках и в жилетках вот этих теплых, да, ну, холодно. У нас, конечно, бывает тепло, но не настолько, чтобы сказать лето. Однако же я о чем? Я опять отклонилась. Если вы хотите, чтобы я показала вам варианты, какие можно сделать варианты блузок по выкройке реглан, какие вообще можно сделать варианты блузок реглан, да, пожалуйста, либо пишите комментарий, подписывайтесь в телеграм-канал мой бесплатный, где можно с легкостью общаться, то есть вопрос-ответ и так далее, где можно накидать фотографии, допустим, какие-то примеры блузок вы хотите, да, блузок или платьев вы хотите, чтобы я показала либо моделирование, либо построение. Там вот это вот удобнее намного, чем, допустим, на YouTube, да, там, по-моему, с фотками. Ссылочки, конечно же, я оставлю в описании под этим видео. Ссылочку на мой бесплатный телеграм-канал «Шитие мое», где можно быть в курсе моих событий, потому что там я больше пишу, то есть много пишу каких-то текстовых сообщений, каких-то, ну, то есть, чтобы узнавать новости одним из первых, подписывайтесь в телеграм-канал «Шитие мое». Если вы хотите получить доступ ко всем моим базовым выкройкам, если вы хотите, чтобы я была вашим личным консультантом по построению базовых выкроек, подписывайтесь в телеграм-канал «Швейная продленка». Подписка небольшая, то есть недорогая, подписка всего 250 рублей в месяц. Я буду с удовольствием вам отвечать на все ваши вопросы. И еще раз повторю, что туда можно будет кидать какие-то фотографии, и мы сможем выбрать
что моделировать, что построить. Кстати, что хочу сказать. Можно, конечно, и если, допустим, вы хотите что-то смоделировать, что-то такое, какие-то интересные линии внести, но не хотите строить базовую выкройку основу, ну их там уже собралось немало, я имею в виду, они разные, да. Вкратце, это и классическая базовая выкройка, и реглан, реглан такой, реглан сякой, цельнокроенный рукав, брюки такие-сяки, то есть все в одном месте. И, кстати, мужское и женское. Мужского мало, в основном женское. Так вот, если вы не хотите строить базовую выкройку, или вы еще не созрели, или у вас еще нет времени, или у вас нет желания, или вы еще пока убеждены, что она вам не нужна. Кстати, это плохое убеждение, я в нем убедилась сама, в этом убеждении. Так вот, если вы не хотите строить пока, можно построить, ну, такую, знаете, простого такого варианта, такой простой вариант прямого силуэта, и в этот прямой силуэт можно уже внести какие-то линии. Это тоже может быть, это тоже имеет место быть, вот так я скажу. Значит, что я имею в виду? У меня вот сейчас нет под рукой, да, ну, допустим, вот этот мой жакетик. Я возьму вот этот свой жакетик, сейчас надену на пока еще свой безымянный манекен, никак я его не назову. Все еще. Так, значит, я сейчас вот так его надену, поправлю. Ну вот смотрите, мы можем с вами построить вот такое простое изделие прямого кроя. Я уже показывала, да, буквально недавно, и моделирование показывала по базовой основе, и построение простой крой у нас называется видео. Ну вот, допустим, мы построили вот что-то такое прямого силуэта. Тут у меня все зацепилось, не выровняло. Значит, прямого силуэта, вот, пожалуйста, без всяких приталиваний, без всяких выточек. Ну и в эту конструкцию мы тоже можем внести какие-то дополнительные линии. Какие? Ну, например, даже если здесь нет выточек, мы можем внести рельеф. Мы можем просто на прямой полочке без выточки, нагрудной, без выточек талиевых, мы можем хоть какие линии делать. Мы можем делать кокетки. Да, то есть вот так отрезал, сделал кокетку. Сделал сюда немножечко больше расширения, сделал легкие сборочки. Вот тебе, пожалуйста, легкая припосадка для груди. Да, то есть, ну, как бы выемка. Тут уже можно даже определиться, глядя на себя в зеркало, какой объем груди. Вот так отрезали часть, вот здесь сделали сборочку и, пожалуйста, вместо выточки. Это тоже я могу показать. То же самое по спинке. Что мы можем сделать? Во-первых, мы можем сделать по центру шов. Мы можем сделать и не по центру, а, допустим, от центра, ну, допустим, от центра в одну и в другую сторону по 3, по 4, по 5 сантиметров и сделать вот такой косой срез. То есть косую вот так линию, как типа рельефа, не знаю. Ну, допустим, да, можем вот так сделать вот эти вот линии. Строите такое простое построение, без всяких выточек, без всяких там заморочек, да. Вы можете сделать слегка опущенное плечо, вы можете сделать сильно опущенное плечо и внести какие-то линии. Допустим, по полочке. Например, вы можете вот так от горловины вот сюда сделать косой разрез или подрез, наверное, разрез до линии бока. И сюда сделать карман. Низ одного цвета, верх другого цвета. Да? Ну, если вы вдруг хотите. Может быть, у вас остатки какие-то ткани остались. Но, кстати, чтобы ваше изделие было не перекошенным, не кроите, да, когда вы будете кроить из остатков ткани, не кроите по косой. То есть даже остаток ткани вы должны выложить так, чтобы вы знали, где долевая, где поперечная. Обязательно. Я, кстати, сейчас покажу свое платье. Вот я сейчас подумала, что, наверное, нужно показать свое платье в полный рост. Но я специально одела даже для вас каблучки. Сейчас подвину кузеньку. Кузенька, подвинься. Ты мне немножко мешаешь. Так. Мячики тут всякие.
собачьи. Вот такое у меня платьишко. Вот, к низу оно очень широкое, смотрите, видите? Хотя можно было сделать еще шире. Вот такое оно прям свободное, легкое, очень длинное. Обратите внимание, да? К обхвату груди 10 сантиметров. Здесь у меня классическая пройма. Есть выточка нагрудная. Я уже, по-моему, рассказывала о ней. Здесь у меня биечка. Биечка достаточно широкая. И рукав. Рукав, конечно, как сказать, это моя ошибка, но я себе ее простила. Видите, да? Изнанка ткани видно. И она белая. Вот если бы была бы ткань, вот эта внутренняя часть была бы, ну, не сильно отличалась от лицевой стороны, изнанка от лицевой, было бы еще лучше, еще круче. Платье просто восхитительное. Я когда в нем выхожу с собачкой во двор, то женщины наши, мои соседки, они просто всегда говорят мне комплименты, что платье очень хорошее. Кстати, от него есть еще поясочек, но я сейчас не найду его. Сейчас любой надену. Вот просто любой. Не рассказывайте мне потом, что я неправильно надела, потому что он синее, платье коричневое. Не страшно, я думаю, что просто хотя бы показать, как оно выглядит с поясом. Естественно, все это нужно поправить, все эти складочки. Ну вот я так сейчас навскидку, да, и покручусь. Вот так оно выглядит, когда оно под поясочком. Покружусь. В общем, я показала вам свое платьишко, как говорится, во весь рост, во всей красе. Я надеюсь, вы ждете это платье построение, покажу построение. Дело в том, что у меня уже все готово, видео загружено на все мои платформы, то есть это Рутюб, YouTube и Дзен, везде загружено, но пока доступ закрыт. В понедельник открою доступ, ссылочки кину в телеграм-канал Шитье Мое, в бесплатный телеграм-канал. Значит, что еще хочу сказать? Я все-таки думаю о том, наверное, уже близка к тому, что все-таки выйти в эфир, но я хочу выйти в эфир именно в телеграм-канале. Хочу пробный такой сделать выход и посмотреть вообще, что это, как это и с чем это едят, да, как говорится. Останется ли видео в телеграм-канале, в каком формате, как это все будет выглядеть, как это все можно будет, то есть как туда можно будет вам писать сообщения, можно, не можно, то есть вот так вот прям вот, ну, прям в прямом эфире. Хочется это все видеть. Я, конечно же, буду на большом экране, то есть не в телефоне это все делать, потому что, чтобы я, по крайней мере, видела, да, видела все ваши сообщения и могла на них ответить. Вот, и мне нужна, что мне нужно от вас? Мне нужна ваша поддержка. Мне нужно, чтобы договориться с вами о времени, потому что у меня это время ограничено. По сахалинскому времени я могу выйти в эфир, например, ну где-то, наверное, с 12 примерно дня по сахалинскому времени до 15. С 12 до 15. Вот в это время я могу выйти в эфир. Но мне нужен настрой, да, вот нужен вот прям такой. Нужна ли я вам там вообще? Вот что мне нужно. Нужна ли я вам в прямом эфире? Нужна ли вам моя болтовня? Если вам это интересно, пишите, давайте договоримся, как-то определимся со временем, нужно, не нужно. Если вы стесняетесь писать, я могу, знаете как, я могу сделать в виде опроса. Сделать опрос, ну и он будет, естественно, анонимный. В телеграм-канале, это будет в телеграм-канале Шитье Мое, это бесплатный телеграм-канал. Опрос будет анонимный, и там вы сможете, допустим, галочками ответить на, ну, выразить свое мнение. Да, я там напишу несколько вариантов ответов, мнений ваших, предположительно. Вот. И уже будет по нему, по этому опросу будет видно, нужна ли я вам в прямом эфире. Но, повторяюсь, я все-таки, наверное, решила выйти в прямой эфир, по крайней мере, в первый прямой эфир, это будет телеграм-канал. И вот посмотрим тогда, останется он, не останется, как это вообще будет выглядеть, нужно, не нужно все это продолжать. Но, по крайней мере, начать нужно. Я вот прям чувствую в себе потребность этого прямого эфира. То есть, ну, хотя бы, я не знаю, там, минут 20, часик
часик это, наверное, много. Хотя, я говорю, если я начинаю болтать, меня можно и 1,5 часа слушать. Хотя, не знаю, можно слушать, не можно мою болтовню. В общем, девочки, на сегодня я все-таки завершу свою болтовню. Мне нужно идти собачке кушать варить, собачкой гулять. В общем, нужно делать дела. Я сегодня одна, повторяюсь, да, но не хочу работать. Вот сегодня, ну, не хочу работать. Сейчас вот пойду дела свои поделаю, пойду валяться, отдыхать. Сейчас отредактирую это видео, закину на YouTube. Закину везде, в общем, везде. Вот, и буду ждать вашей реакции. Нужна ли я вам в прямом эфире. На сегодня всем пока. Надеюсь, никого не обидела все-таки. До новых встреч.